Атака на резиденцию Путина. В Кремле заявили о налете почти сотни дронов на секретный объект. Реальная угроза или готовая отмазка для безумной эскалации? Остановка боевых действий. Москва озвучила свое главное требование, чтобы сделать это хоть завтра. Зеленский ответил. Рекордный призыв и войска у границ НАТО. В России самый массовый набор в армию за десятилетия. Зачем тысячи новобранцев срочно перебрасывают к Финляндии? И к какому страшному сценарию Кремль готовит 14-летних подростков, заставляя их приносить присягу? Российский генерал воскрес, чтобы снова опозориться. Тот, кого записали в покойники после вранья, внезапно предъявлен публике. Зачем? Нападение на Россию будет внезапным. Армия больше не может отслеживать запуски ракет. Ядерный щит пробит. Защиты больше нет. Об этих и других событиях к утру вторника, 30 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Остановка боевых действий. Москва озвучила свое главное требование, чтобы это якобы могло произойти хоть завтра. По словам пресс-секретаря Путина Пескова, Киев должен вывести войска из своей же области. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ. А это касается только Донбасса или там Херсонской области, Запорожья тоже? Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публично отдельных положений. У президента Украины другая версия. Владимир Зеленский заявил, что никаких договоренностей о выводе ВСУ с Донбасса пока нет. Во время общения с журналистами он подчеркнул, что будет действовать в соответствии с интересами Украины. Что касается выхода из Донбасса, смотрите, это же не новость, что Россия этого хочет в их розовых мечтах, чтобы нас вообще не было на территории нашей страны. Этим мечтам уже не один год, но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Кроме того, Владимир Зеленский выразил уверенность, что, цитируем, «если война продолжится, американцы будут продолжать вместе с европейцами помогать Украине, потому что мы защищаемся в этой войне, мы боремся, мы не являемся агрессорами». Конец цитаты. Атака на резиденцию Путина. Именно так это подает Москва. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские дроны якобы пытались ударить по госрезиденции Владимира Путина в Новгородской области. Сразу 91 беспилотник. Все беспилотники, атаковавшие резиденцию президента России, уничтожены средствами ПВО вооруженных сил. Но дальше угрозы. Министр иностранных дел России говорит о государственном терроризме Киева, пересмотре переговорной позиции и уже определенных целях ответного удара. Из переговоров при этом выходить не собираются. Выглядит как классическая схема: громкий повод, максимум шума и готовая отмазка для дальнейшей эскалации. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала томагавки. Украинские каналы сообщают, что накануне ночью в названных Лавровым районах не фиксировалось ни одного БПЛА. Решили идти на рекорд, и это тревожный сигнал. В России завершился самый массовый осенний призыв за годы войны. В армию отправили 135 тысяч человек. Это больше, чем в предыдущие годы и максимум с 2016-го. Власти говорят о плановом развитии армии и новых частях у границы с Финляндией, но по факту видно другое. Людей не хватает. Призыв ускоряют и ужесточают. Впервые массово заработал единый реестр. Повестки пришли через госуслуги. Армия растет не потому, что хочет, а потому что вынуждена. И этот рекорд легко читается как подготовка к затяжной войне. Кроме того, Путин в своем последнем указе снизил возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. И патриотизм в России неумолимо молодеет, а его уровень среди молодежи якобы бьет все рекорды.
Если говорим про патриотизм, то у нас на самом деле сейчас очень серьезное сплочение общества. У нас индекс патриотизма 99%, и 86% молодых людей считают себя патриотами. Это как раз наша целевая аудитория до 30 лет. А сейчас о том, о чем Путину вряд ли докладывают. Декабрь еще не закончился, а по потерям в рядах оккупантов уже переплюнул ноябрь. Ликвидированы или ранены около 34 тысяч российских военных. Издание «Слово и дело» проанализировало данные Генштаба ВСУ и пришло к выводу: потери российской армии растут уже третий месяц подряд. Всего за почти 4 года полномасштабной войны почти 1 206 000 российских военных выбыли из строя. Но есть среди тех, кого недавно записали в 200-е, и исключение. Воскрес генерал, которого считали пропавшим. Ранее Сергей Кузовлев смачно опозорился, доложив Путину о взятии Купянска. После эффектного появления в городе Владимира Зеленского ложь стала очевидной. В соцсетях появилось много сообщений о скоропостижном исчезновении генерала. На это намекнул даже сам президент Украины. После такого Путин как по команде решил предъявить генерал-покойника публике. Теперь он обещает главнокомандующему новые победы. Главнокомандующий на Купянском направлении, ликвидация формирований ВСУ, которые окружены восточнее Купянска, проводится в соответствии с утвержденным генеральным штабом замыслом. Как говорится, позориться так до конца. Но что-то мне подсказывает, что Зеленский просто спровоцировал Путина, чтобы облегчить соответствующим службам обнаружение координат Кузовлева. Как вам такая версия? Кресты закрепить, суд отменить. Владимир Путин подписал сразу 2 показательных закона. Первый официально закрепляет кресты на гербе России, чтобы их нельзя было искажать. Второй куда более рассудительный. Россия отказывается исполнять решения иностранных и международных уголовных судов. То есть, по сути, мы сами себе суд. Сигнал предельно жесткий, никакой ответственности, никаких компромиссов ни за войну, ни за репрессии. Страна окончательно закрывается, и это уже не про символы, а про курс. Россия ослепла в космосе и не узнает о 4 позициях, откуда готовилось нападение. У страны почти развалилась система, которая должна первой замечать запуск ракеты. С 6 спутников «Тундра» в рабочем состоянии остался только 1, и даже он дает сбои. Для нормальной работы нужно минимум 4. Проще говоря, Россия может слишком поздно узнать, что по ней что-то летит. Контраст жесткий и почти унизительный. Еще недавно Кремль хвастался полной защитой и сотнями отслеженных пусков, обещал закончить систему к 2024 году. Реальность: минус орбита, минус критическая надежность и минус та самая драгоценная минута, которую космос дает раньше наземных радаров. В ядерной логике минута — это все. Об этом пишет эксперт по ядерным вооружениям Павел Подвиг. Теперь у России этой минуты почти нет. Поехал воевать за Путина — получи пожизненное. Азербайджан жестко предупредил своих граждан. Участие в российской войне – это уголовное преступление. Генпрокуратура заявила, что азербайджанцы продолжают уезжать воевать в составе сил РФ. И за это им светят сроки за наемничество от 8 до 20 лет и вплоть до пожизненного. Часть приговоров уже вынесена, новые дела в работе. Это не единичный случай. На прошлой неделе похожие приговоры получили участники войны на стороне России в Узбекистане и Беларуси. Бывшие партнеры Москвы все отчетливее дают понять: СВО для них не геройство, а тяжкое преступление. Трамп заканчивает войны, а Лукашенко подливает масло в огонь. Белорусский Ил-62МГР из Беларуси совершил загадочный рейс в Камбоджу. И все это на фоне конфликта страны с соседним Таиландом. Весть о появлении белорусского грузового самолета на территории вражеского государства взбудоражила тайские соцсети. Появились версии о возможных поставках оружия для Камбоджи. Тем более, что это не первый рейс этого борта. В Минске и в Пномпене молчат о содержимом. От этого
напряжение только растет. Тайские военные просят граждан не беспокоиться и уверяют, что все под контролем. Формально самолет прилетал уже после заключения очередного перемирия между странами, но практика показывает, что периоды затишья могут быть недолгими, а конфликт между Камбоджей и Таиландом может вспыхнуть в любой момент с новой силой. Тем более, что вокруг крутятся беспринципные типы вроде Лукашенко. Напомню только одну историю. 10 лет назад белорусский режим, на словах всегда поддерживавший режим Асада, поставлял старое советское оружие сирийским повстанцам на американские деньги. Тайные обыски у тех, кого в Украине не очень любят. СБУ и Нацполиция пришли к руководству и сотрудникам областного ТЦК в Закарпатье. Что искали, в чем и кого подозревают. Официального подтверждения нет, но утечки говорят о расследовании по статье «Незаконное лишение свободы». Известно также, что дело открыто после жалоб граждан. Обыски проходят на фоне давних проблем с военкоматами в регионе. В октябре Главное бюро расследований поймало работника Закарпатского ТЦК на взятках. За 3-4 тысячи долларов он решал вопрос с уклонением от службы. Ну и как сообщает журналист Глагола, в результате сегодняшнего обыска у руководителя Закарпатского ТЦК нашли 100 тысяч долларов наличными. Первый год нового срока Трампа заканчивается с интересными результатами. Президент США, похоже, может стать первым в мире, но по антипатиям. Авторитетное издание «Политика» опросило жителей крупных стран Запада, и картина для американского лидера получилась безжалостной. Во Франции и Германии около 2/3 респондентов настроены против него. В Британии 55%. В Канаде антирейтинг бьет рекорд. 72% опрошенных говорят о Трампе негативно. Но самое показательное падение поддержки среди близких по взглядам избирателей Марин Ле Пен и немецкой АФД тоже смотрят на Трампа без былого восторга. Во Франции к нему негативно относятся 38% сторонников национального объединения, позитивно лишь 30%. В Германии среди электората АФД симпатии и антипатии распределились почти поровну: 34% за, 33% против. А ведь еще недавно казалось, что Трамп был настоящей иконой для правых по всему миру. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.